Привет, друзья! С вами Макс, и сегодня я гуляю по холмам у очень красивого озера. Сейчас вечер, и я вышел на прогулку и хочу немножко вам рассказать об одной вещи, которая, мне кажется, довольно интересная. И есть такая концепция, такая теория, что люди могут изучать язык так, как изучают его дети. И были различные исследования, и во многих классах практиковалось этот подход, что учитель говорил в классе ученикам, он учил их только на изучаемом языке. Например, если вы изучаете русский, то учитель говорил бы только на русском. И учителю было не так важно, понимает его ученик или не понимает, потому что если много говорить, то в конце концов, в конечном счете, ученик все равно поймет то, что говорил учитель. То есть так, как изучают дети. Ведь когда с детьми говорят их родители, они говорят им много, они говорят достаточно быстро, они редко контролируют речь, они редко говорят медленней. Вот. И такой подход был использован. Но затем исследования показали, что на самом деле ребенок, когда он растет от 0 до 6 лет, за этот промежуток, за эти 6 лет, он прослушивает около 20 тысяч часов. Вы можете себе представить 20 тысяч часов слушания? И, конечно, если ты прослушаешь что-то 20 тысяч часов, и при этом тебе постоянно будут показывать, что это дерево, это дерево, это дерево, то, конечно, со временем ты это запомнишь. Но, к сожалению, взрослые люди, они просто не имеют такого количества времени. Мы с вами не можем потратить 20 тысяч часов на то, чтобы слушать и слушать. Поэтому эта концепция под вопросом. Да, эта концепция имеет свои недостатки, так скажем. Но как быть, что делать, как изучать язык, если мы не можем изучать его так, как изучают его дети? На самом деле ответ достаточно простой. Сейчас я спрыгну здесь в канавку. Опа! Ответ очень простой. Надо выбирать материалы, те, которые вы слушаете. Нельзя слушать просто слушать и надеяться, что вы запомните эти все слова. Оно так не работает, так не получится. Почему? Потому что вам придется тогда слушать 20 часов, 20 тысяч часов. Вот. Для того, чтобы значительно сократить это время, нужно очень внимательно выбирать те материалы. Что это такое? По-моему, здесь кто-то живет. Так, минутку. Давайте посмотрим. Это шалаш. Похоже на типи индейцев, но мы называем вот это шалаш, когда из веток, из разных, из травы и вот из всего такого, из всех таких материалов строят вот такое вот жилище, это шалаш. Так вот, правильно выбирать материалы. Что значит правильно выбирать материалы? Это означает, что то, что вы слушаете, должно быть вам понятно, но не слишком просто. То есть те материалы, которые вы слушаете, должны немного превышать ваш уровень. И если вы будете придерживаться этой точки, да, то ваше слушание
будет максимально эффективным. Вы будете максимально быстро осваивать язык вот этим естественным методом с помощью слушания, потому что это действительно очень-очень важно слушать много, очень много, очень-очень много. Вторая вещь, о которой я бы хотел поговорить, это как поддерживать свою мотивацию. И здесь есть одна подсказка. Есть много вариантов, как это делать, но один совет я хочу вам дать. Это не сравнивать себя с другими людьми. Не сравнивать себя с теми, кто тоже изучает русский язык. Почему это важно? Это важно, потому что когда вы начинаете сравнивать себя с другими людьми, то вы не знаете, сколько времени тот человек потратил на занятия, какие у него обстоятельства, как он, может быть, у этого человека есть русская подруга или девушка, да, и он постоянно с ней говорит, поэтому он говорит лучше, чем вы. Или есть какие-то другие причины, которых вы не знаете. Но вас вот это сравнивание себя с другими людьми будет очень угнетать. Оно будет на вас давить, и оно не принесет вам ничего хорошего. Вы будете постоянно чувствовать себя некомфортно. Но как нужно сравнивать себя? Себя нужно сравнивать не с другими людьми, но с самим собой. То есть вы можете сравнить себя сейчас, ваш уровень языка на данный момент, с тем уровнем, который у вас был, ну, например, полгода назад. И вы можете заметить, ага, я сделал прогресс. И это будет вас вдохновлять, это будет вас мотивировать. Как употреблять предлог «при». И предлог «при» употребляется в двух случаях чаще всего. Первое – это когда мы говорим во время или во времена. Например, Санкт-Петербург был построен во времена Петра I. То есть в то время, когда Петр I жил, был построен Петербург. Но мы можем сказать так. Санкт-Петербург был построен при Петре I. Также мы можем сказать, например, при Путине в России проходил чемпионат мира по футболу. Да? При Путине, то есть когда при Путине в России проходил чемпионат мира. Второе значение предлога «при» — это близко, рядом, около и так далее. Например, мы можем сказать, при мне есть рюкзак и телефон. Да? У меня есть рюкзак и телефон. Или при мне, то есть рядом со мной, у меня есть телефон и рюкзак. Либо я пойду на курсы китайского языка при университете Конфуция. Вот университет Конфуция, и при нем есть курсы. На этом у меня все, ребята. Если вас интересуют какие-то вопросы, если вы хотите что-то спросить, спрашивайте в комментариях. И скажите, пожалуйста, как вы выбираете материалы для прослушивания и какие материалы вы знаете. Давайте поделимся ими здесь в комментариях, и все будут их использовать. Да, мы поможем всем. Счастливо!